Привет, я Лиза. Сегодня влог начинается не очень в стандартном месте. Сегодня начинается Game Jam, на котором я принимаю участие, в принципе. Но, как всегда, в последнее время с этими мероприятиями, где мы делаем игру, у меня еще какие-то дополнительные планы. На прошлой Game Jam у меня был фестиваль. В этом Game Jam случилось так, что в пятницу, сегодня пятница, у меня занятия, которые я провожу по танцам. Поэтому мне нужно будет сегодня вернуться. Я в Варшаве сейчас. Буду вернуться в Лодзь и провести занятия, и потом опять приехать сюда, чтобы делать игру, да. В общем, постараюсь снимать вообще, в принципе, прогресс, как происходит организация, скажем так. Да, и я надеюсь, что я не приеду с этих занятий очень-очень уставшая, потому что вполне вероятно, потому что у меня занятия с детьми от 6 до 11 лет. Соответственно, немножко дети меня выматывают. Еще я надеюсь, что хорошо слышно, потому что я решила, что лучше записывать на телефон, нежели на микрофон камеры. Я надеюсь, что это будет нормально звучать и нормально получится. Сейчас без 15:11, поэтому... И в основном каждый Game Jam имеет такую тематику свою, в которой каждая игра должна придерживаться. Тема будет объявляться в 12 часов, соответственно, час 10 осталось. Вот, и посмотрим, какой будет тематика. В прошлый Game Jam. Прошлый Game Jam, который организовала та же самая организация, скажем так, тема была похожа с названием Game Jam. Этот Game Jam называется Mermaid, да. Соответственно, не знаю, какая будет тематика. Возможно, что-то связанное как раз-таки с русалочками, да. Вот, посмотрим. Мы здесь разложились, заняли стол, как обычно. Разложились. Людей, кстати, не очень много. Остался час, но людей не так много. Не знаю. Столов тоже меньше, нежели в другие геймджамы, в которых я участвовала. Перед геймджамом сейчас мы организовываем в основном какой-то там Discord, какие-то репозиториум и так далее. Вот такие организационные дела маленькие. Еще здесь очень холодно. Я надеюсь, что скоро принесут чайник, и я смогу греться теплым чаем. Вот. И еще занятия у меня на танцевальной, которые я провожу, они у меня 5:30, и я в 2:30 должна выйти отсюда, чтобы поехать на поезд и провести занятия, чтобы в 5:30 произошли, да. Короче, 3 часа езды меня ждет, но я в дороге, скорее всего, буду что-то рисовать, потому что я в основном занимаюсь графикой, вот, поэтому посмотрим. Да. Пока что я прощаюсь с вами и увидимся позже, не знаю, что будет позже, что покажу. Пока что ждем на тему. Кто-то ищет себе графика. Да, 2D. Такое вот объявление. Uwaga, to jest temat, który wypracowaliśmy wspólnie z miastem stołecznym Warszawa. Temat brzmi, uwaga, mitologia Warszawy. To jest temat, którym się będziecie zajmować i parę słów. Итак, время 12:30. Тема — это у нас митология Варшавы. Если честно, мне кажется, это трудная тема. Не знаю, что у нас получится, но пока что 2 человека еще к нашей группке подключится. Один, скорее всего, завтра, он будет дистанционно с нами, а второй немножко опаздывает. Поэтому, скорее всего, сейчас мы на Дискорде созвонимся и как-то обсудим, какие у кого идеи. Вот. Так что пока что думаем, и я иду к чату GPT, чтобы просить его какие-то идеи. Да, посмотрим, что из этого выйдет. И у меня 2 часа, так что посмотрим, сколько я успею сделать за эти 2 часа. Если что, в поезде я уже начну делать графики. Я надеюсь, что до этого времени у нас будет какая-то уже идея, которую мы будем реализовывать. Вот. В общем, идея
Пока что тяжело с идеей вообще, что вообще как нужно делать. Я уже бегу на поезд. Надеюсь, мне все пройдет отлично. Сейчас еще на Дискорде мы созвонимся и будем общаться. Как раз еще один человечек к нам присоединился, поэтому у нас 5 человек. То есть 3 программиста, я от арта и 1 от музыки. Вот. Поэтому да, вот бегу, чтобы не опоздать. Вот. И если что, буду рассказывать, какие идеи пришли. Пока что у нас идея сделать такой мини-метро, есть игра такая, только на старой карте Варшавы. Кстати, этот влог у меня такой тестовый, потому что я очень хочу снимать из разных событий в моей жизни. Вот, снимать разные влоги просто, чтобы было на память. То есть в публичных местах снимать, особенно на камеру, на штатив, да, как я снимала начало, то и отвечать на вопросы, что я снимаю влог, это как бы немножко стрессово для меня, если честно, но я хочу перебороть себя и снимать на постоянной основе. Время у нас без 15:08. Через меньше, чем через 10 минут приедет мой поезд. Я уже буду уезжать обратно в Варшаву. Занятия прошли хорошо. Поезд в Лодz из Варшавы, он был с 15-минутным опозданием. Соответственно, у меня было немножко все в хаотичном порядке, потому что мне нужно было торопиться на автобус. Я еще и в остановке перепутала. Ну, в общем, я говорила, такая у меня ориентация, да, в городе. Поэтому такие приключения. Еду домой. Купила себе воду только вот сейчас. И забыла свою бутылку с водой в Варшаве. Вот, поэтому там у меня ждет пицца, вот, и еще 2 бутербродика. Вот, потому что нас кормят на геймджамах. Вот. И, кстати, идея на игру поменялась совершенно. И мы на эту тему, которая там была, то мы там придумали вот с этими мистическими, или как они называются, всякими персонами игру, там что-то с зеркалами, в общем, я особо не знаю, потому что меня не было, они там все на месте решают, вот. А я вот путешествую, лягушка-путешественница, да. Я уже очень устала, но мне еще рисовать графики, поэтому надо как-то придержаться. На часах у нас имеется уже ночь, и я решила, что буду делать в фигме графики. И пока что так вот все получается, потому что мне нужно вот эту вот русалочку, такую мутант сделать в фигме, потому что будет векторовая сразу графика. И тут я создала такого пацанчика, который будет убегать от этой, соответственно, русалочки. Вот. Я еще немножко посижу, буду делать эту русалочку, но потом спать. Можно сказать, доброе утро. На часах 9:30, и я первая проснулась из нашей команды. Вот, поэтому такие дела. Сейчас там убирают все там штучки для там чая, кофе, поэтому я не могу сделать себе чай, чтобы позавтракать. Бутерброд уже на завтрак принесли, а вот чай сделать я не могу, поэтому буду ждать, вот, чтобы позавтракать. Вот, и уже начну заниматься графикой. По-моему, вчера я записывала, что как раз-таки я буду делать в фигме, вот, чтобы было все это векторово, да, то есть в другом формате, нежели я рисую. Поэтому посмотрим, как у меня выйдет, как у меня получится. Идея изменилась. Изменилась с такой коузи герки на такую немножко хоррор-игру. Во-первых, нам не очень нравилась идея с картой, на которой мы делали там дорогу для этих трамваев и так далее. Вот. А во-вторых, программисты не знали, скажем так, как сделать эти линии, да, как бы, по которым будет ездить, соответственно, эти трамваи. Вот. И наша игра изменилась, и мы теперь делаем, что
пацанчик убегает от одной мистической русалки. Русалка выглядит вот так. Вот этот рисунок нас вдохновил, скажем так, на эту идею. Вот, поэтому немножко такая хоррор-игра, мы убегаем. Еще придумали такую механику, как мы собираем спички, чтобы зажигать нашу свечку, которую мы держим. Свет от свечки как бы делает так, что эта русалка, она как бы не может к нам подбежать. Вот. И, соответственно, ограниченное количество спичек в этом лабиринте, в котором мы бегаем. Соответственно, если мы используем все спички, которые в лабиринте есть, и не найдем выход, смерть. Потому что нас просто убьют. Если найдем выход, даже можно раньше, вот, то выиграем. Вот. В принципе, это все. Я иду садиться за акт. Может, какой-нибудь таймлапс еще сниму. Перед нами воскресенье, и я вчера особо много не снимала. Закончила и где-то часов 1:30 у меня же не было ничего, как бы никаких тасков. Я просто пошла спать, но еще сидели до около 5 утра. Делали. Вот. Где-то здесь поставлю, как выглядит наша игра. Уже в готовом виде. Сейчас времени 11:09, вот. И я не знаю, во сколько будет презентации, но до 12 нужно выслать, 12 дедлайн, чтобы выслать как бы игру. Вот, так что последние штришки и презентация. Вот. Мне интересно, какие игры получились у других. Вот, так что вот, жду презентации. А пока что пьем пьем чаек. Что ж, мы уже в Лодзе. Я еду домой. Очень уставшие, скорее всего, пойду спать, когда приедем домой. Поэтому, когда уже буду монтировать этот влог, то тогда засниму вам и больше расскажу о игре, которую мы сделали. Вот. Я уже нахожусь в процессе окончания монтажа этого видео и хочу, наконец, описать всю идею нашей игры, ну и такое немножко итоги, да. Как я уже говорила, тема была митология Варшавы, и это было, да, то есть в начале видео я говорила, что в предыдущий Game Jam, который тоже была эта организация делала, что название было как-то относительно похоже к тематике. И в этот раз тоже, потому что джам назывался Warsaw Mermaid, то есть варшавская русалочка. Соответственно, варшавская русалочка это как бы является таким мифом, скажем так. В многих играх появилась именно русалочка. Также там есть еще другие персонажи, но они были реже. Да, еще под самый конец, мне кажется, прямо перед презентацией нашей игры мы додумали идею вообще, почему мы там убегаем и так далее. Этот рисуночек русалочки, он взят, это как бы там вроде часть герба Варшавы, старой Варшавы. Просто мы падаем куда-то
вниз подземелье, и там находится эта русалочка, которая зла на людей, того, что забыли люди, как выглядит, соответственно, первая русалочка как бы с герба. Потому что сейчас русалочка выглядит не так. Она выглядит просто как обычная русалочка. В общем, выглядит более адекватно, нежели это первая. Да, я оставлю ссылочку в описании на itch.io, чтобы можно было поиграть. Если хотите, то welcome. Возможно, в будущем мы еще исправим некоторые нюансы в этой игре, которые у нас получились. Например, этот уровень, который, как бы вы видели и немножко показывала, он был сделан немножко, на скорую руку. Вот, поэтому, возможно, в будущем мы сделаем его просто сложнее, там какой-нибудь более лабиринт, и более продумаем, сколько должно быть свечек, где должны быть ключи и так далее. Вот. Хотя я пробовала проходить игру несколько раз, и это не так уж и легко, как по мне. Возможно, кто-то сейчас сядет и скажет: легкотня, вот. Но для меня это не прям легкое, потому что из-за того, что темное помещение, какие-то лабиринты, разные двери разного цвета, также ключи разного цвета, соответственно, немножко ты путаешься в пространстве. Снимала я немного, к сожалению, но мне кажется, что мне удалось запечатлеть какие-то такие важные моменты. Мне кажется, я все объяснила, все рассказала, что хотела, так что спасибо за просмотр и